Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о 1 мая, друзья, уделим внимание народному календарю, поговорим о том, на что наши предки уделяли особое внимание. Далее поговорим, что ни в коем случае нельзя делать, а также уделим немножечко внимания лунному календарю, поэтому более внимательно все далее в этом видео. Итак, 1 мая по православному календарю христиане отмечают День святого исповедника Космы, епископа Халкидонского и преподобного Авксентия. Сам Косма был приверженец православия. Он молился и верил в Бога до последнего. Косму Халкидонского по сей день называют творцом-каноном во славу Господа Бога. Название связано как раз с посадкой. Люди неоткладно должны были провести день один на один со своим огородом и со своими саженцами. Обязательно к посеву были именно свекла и морковь. Наши предки говорили так: «Сей морковь и свеклу на Кузьму, и будет тебе счастье». Вообще в этот период сеяли не только это, в ход шло все, что было под рукой. Это был и редис, и лук зеленый, и укроп, и капусточка, спаржа, салат и прочее. Посадка 1 мая даже не обговаривалась, так как это испокон веков стало традицией данного дня. Сеяли, кстати, исключительно женщины и дети. Дело в том, что эта работа была не такая уж и тяжелая, как, например, вспахать и обработать землю. Но и по старой народной примете люди знали, что все то, что поможет сегодня посеять мужчина, вырастет и расцветет, но плода не даст вовсе. Посев старались сделать скрытно и тихо, берегли урожай от сглаза и мелких воришек. Когда-то за посев говорили, его просили умолчать и говорили: завистливый глаз урожаю может навредить. Перед сегодняшним посевом женщины должны были сходить к тайным родникам. Все семена должны были обильно смочиться в воде родника, а на его дно нужно было кинуть что-то серебряное на удачу и обязательно помолиться. Кидали все, что угодно в родник, от монет до тарелок с ложками, только лишь бы урожай хороший выдался и не было голода в семье. Дети, если и не могли помочь в чем-то конкретном и тяжелом, то делали грядки для посева или, например, приносили воду с колодца для полива. Копая грядки, обязательно они должны были проговаривать следующие слова: «Пришел Кузьма, заглянул в погреба, лопату взял, у избы землю вскопал». Те, кто были постарше, занимались поливом, опрыскивали деревья и кустарники бором или разными настойками и отварами, которые готовили родные для того, чтобы уберечь сад от ненужных вредителей и нежданных болезней. С этого дня уже можно было в лесах и в рощах услышать знакомый всем звук кукушки. Люди того времени считали эту птицу очень загадочной. В баснях рассказывали, что давным-давно женщина, у которой была несчастливая жизнь, превратилась в кукушку. Птица очень часто подкидывает свои яйца в чужие гнезда. По этой простой причине кукушками называли плохих и безответственных матерей. Они не заботились о своих детях, не занимались и не следили за ними. Люди на Руси кукушку ждали в последнюю очередь. Она улетала самая первая в теплые края, а возвращалась самая последняя, будто ждала уже крайне благоприятной погоды. С ее кукованием связаны и многочисленные народные приметы и истории, но разгадать их могли зачастую только опытные и знающие люди. Ее кукование в разных местах заставляло людей задуматься, так как означать оно могло совсем разное. Вот, например, если кукушка закуковала просто, то людям стоило сегодня сеять лен, а если она делает это уже на сухом дереве, то лучше не торопиться с посадкой, лучше подождать, так как скоро будут заморозки.
А когда ее видели пролетавшей над домами или в центре деревни, то обязательно был пожар. И наши старцы на это обращали особое внимание. К этому люди подходили очень бережно, и если видели что-то подобное и страшное, то обязательно старались помочь, предосторожить и постараться предотвратить лихо заблаговременно. Все потому, что народ был очень дружный и человечный. Обильные дожди и прохладная погода на протяжении недели могла сулить только отличный урожай. Поэтому люди так радовались, когда начинался дождь в эти дни. А девушки приняли за привычку смачивать волосы первым встречным майским дождем, потому что они ассоциировали свои волосы с зеленой травой, которая очень хорошо и густо начинала расти после первых майских дождей. И верили, что с волосами будет аналогичная история, и что они будут густые и вьющиеся, так как это майская трава. Вообще, по первому дню мая определяли, какая будет предстоящая погода в конце месяца. Говорили, что если 1 мая будет дождливо, то к концу месяца будет очень ясно и тепло. А если в первый день мая было яркое солнце, которое сопровождалось приятной и неветреной погодой, то конец месяца ждали наоборот с переменным ветром и дождем. Сегодня правильно будет воздержаться от пищи по максимуму. Постарайтесь разгрузить свой организм и дать ему немножко передохнуть. Люди в то время старались употреблять минимум всего, есть только хлеб и пить воду в этот день. Если и готовили, то что-то для детей или больных, чтобы было все легкое и на водичке. Запрещалось также пить крепкие напитки в этот день, ругаться и стараться избегать веселья и каких-то праздников. Поэтому лучше проведите данный день в тишине и в спокойствии. Дайте организму понять, что сегодняшний день посвящен сугубо вам, отдыху и полностью должен поддаться обновлению и восстановлению. Вместо веселья посмотрите что-то познавательное перед сном, а днем дайте волю мыслям и творчеству на работе. Сегодня именно тот день, когда нужно показать свое умение и как у вас все прекрасно получается. Не стесняйтесь и не ждите, а действуйте. А люди, которые родились 1 мая на День Кузьмы, суждено было быть прекрасными огородниками, земледеятелями, которые будут отлично и разбираться и заботиться об овощах и фруктах в своем саду. Сегодня празднуют именины люди с именами Ефим, Зенон, Виктор, Иван, Кузьма и Северян. Обращаем ваше внимание, что по народному календарю 1 мая нельзя делать прическу, маникюр, педикюр, отправляться в салон красоты, потому что иначе у вас могут появиться проблемы с памятью. Также, если вы планируете в этот день заниматься посадками на своей даче или в огороде, нельзя, чтобы семена для посадки были показаны посторонним людям, иначе считается, что так могут их сглазить. Нельзя в этот день ругаться, повышать голос. Те, кто поругается в такой день с родственниками, впоследствии будет очень сложно восстановить отношения. Нельзя сегодня грустить, страдать, иначе все лето в таком настроении и пройдет. Запрещено и спать допоздна в этот день, проводить день в ленности, иначе удачу можно упустить. Считалось, что в этот день важно провести в трудах, а вечером по возможности провести весельем. Не рекомендуется в этот день затевать уборку, и в то же время нельзя отказывать в какой-либо просьбе в милостыне, иначе можно оказаться в большой беде. И поскольку 1 мая у нас выпало на воскресенье, а это первое воскресенье после Пасхи, то этот день еще в народе называют Красной Горкой, когда поминают умерших. Его еще называют Пасхой для умерших или Антипаской. И, как правило, почивших родных поминают перед началом трапезы. В старину для угощения умерших душ еду ставили у двери и на подоконнике или прямо на столе. А в этот день вы также можете загадать желание и бросить монетку в любой водоем. Такое желание сбудется в самое ближайшее время. Также вы можете умыться святой водой, таким образом избавитесь от проблем, можете обрести здоровье и красоту. В этот день можно избавляться от дурных привычек и пристрастий.
И если в ночь на 1 мая вам приснился умерший родственник, значит за вами присматривают сверху и оберегают вас. Также в этот день не берите с собой зонтик. Промокшая 1 мая под дождем шевелюра будет расти пышной и густой. Также обращаем ваше внимание, что если вы верите в целебность трав, то вы их можете собирать, но только молча. Даже по телефону говорить не стоит, иначе все манипуляции с ними просто будут напрасными. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 1 мая 2022 года. Итак, друзья, по лунному календарю нас с вами ожидает 30, 1 и 2 лунные дни. Начало растущей луны в знаке зодиака Телец. Следует особо отметить, что эти лунные сутки бывают не каждый месяц, потому что они самые спокойные и светлые из всего лунного месяца. Сегодня день любви, прощения, покаяния и подведения итогов за целый месяц, а также отказа от ненужного и завершения дел, раздачи старых долгов и, главное, день вступления в новый лунный цикл. Также обращаем ваше внимание, что в этот день все-таки нужно быть осторожными. Поэтому не разбрасывайтесь той энергией, которая у вас есть, а следует завершить дела, а также созерцать, учиться красоте, дарить людям радость и проявляя при этом милость. Надо также приводить в порядок и убирать в дом, в том числе внесением талисманов, ну, например, той же подковы. Обращаем ваше внимание, что народные и лунные календари не всегда совпадают, поэтому по какому календарю вам жить, помните о том, все зависит только от ваших убеждений и понимания той или иной ситуации. Что же касательно стрижки, то стрижку делать не рекомендуется. Волосы должны сохранить энергию для следующего месяца. И любое грубое вмешательство только навредит. После стрижки волосы потеряют вид и будут долго отрастать. Что же касательно наращивания, завивки и выпрямления, тоже это сегодня неуместны. Вы только утомите волосы, повредите структуру волоса и впоследствии они долго будут восстанавливаться. А вот каких-то негативных предписаний по поводу косметических процедур сегодня нет, но все же несколько раз подумайте, прежде чем начать. Если волосы сегодня растратят свою энергию, это сильно повлияет на вашу карму и привлечет череду неприятных событий. День намечается быть очень приятным во всех остальных отношениях. Купите себе новое платье или, как вариант, украсьте волосы маленькими цветами. Это улучшит ваше настроение и обогатит энергетическое поле. Что же касательно окраски волос, то лучше ее не делать, иначе обзаведетесь массой различных хлопот. Оригинальная прическа подведет итог последнему дню этого месяца. Также обращаем ваше внимание, что сегодня надо очиститься, обновиться для новой жизни. Если другими словами, то смыть с себя все старое, всех простить и пребывать в любви и согласии с миром и с собой. Обязательно 1 мая поблагодарите уходящий месяц за уроки, которые он вам принес. И с чистым сердцем приготовьтесь вступить в новый лунный месяц. Он намного будет интереснее и удивит нас по многим позициям. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш канал Эзотерика для тебя. На YouTube-канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Также обязательно подписывайтесь на наш Telegram-канал. Ссылка на Telegram-канал, друзья, в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео обязательно. Поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам более интересно, и смотрите, там для вас много подсказок.